Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GuardUI. И сегодня знаменательный день, потому что разработчики выпустили фикс багов. Наконец-то, не прошло и 1000 лет, они пофиксили багов. Хоть спасибо, ну на самом деле, что в действительности сделали это оперативно. Серьезно. Огромнейшее спасибо им за это. Я думал, будет проблема это пару месяцев длиться. Но нет. Пофиксили довольно-таки оперативно. Ну, естественно, для меня это сегодня, для вас это будет вчера. И перед тем, ребят, как мы сейчас полноценно погрузимся в каточку, я хочу сказать следующее. Поставьте ролик сейчас на паузу, кликните свой лайк, оставьте комментарий. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, потому что скоро 2000 подписчиков. Вместе с вами я смогу достичь. Без вас, естественно, не смогу. Поэтому что? Правильно. Лайк тыкаем, комментарий тыкаем и присаживаемся сейчас поудобнее. Всем приятного просмотра, кто, соответственно, смотрит. Всем приятного аппетита, кто кушает. А кто засыпает, всем спокойной ночи. Так, мы хотим поиграть сегодня на чем? Я хочу сегодня поиграть на убийцах, правильно? Правильно, все. Я хочу попробовать этого нового Рики сделать с новой синергией, посмотреть, насколько это будет круто. Тут как раз есть темпларка, в принципе замечательно. Стартовать как мы будем? Либо же мы будем стартовать через гоблинов, мехов плюс людей, либо же мы будем стартовать через убийц уже полноценно, либо же мы будем стартовать через охотников. Ну, то есть что-то типа того. Либо же, четвертый вариант, это через лустрик. Вот посмотрим. Шу-шу-шу. А мне нравится такой старт. Такой старт мне нравится. Берем вот так вот, делаем сейчас. И клевер берем. Клевер берем. Потому что я буду, наверное, стартовать тогда через охотников. Сейчас охотничка возьму. Так, сюда это убираем. Отлично. Я подумал о том, что можно было бы стартануть через рыцарей. Но нет. Сейчас посмотрим, что мне за предмет 4 тира упадет. Я надеюсь, что-нибудь такое полезное. Надеюсь на молнии, конечно. Молнии будет must have. Хорош. Можно уровень, кстати, взять. А я это и сделаю. Я возьму уровень. 150 хп для охотников будет самое то. Маска. Блин, классная эта маска, только мне ее некак взять. Она мне как бы сейчас не нужна. Она мне в действительности не нужна. Мне бы молнии какие-то. Типа хороший предмет. Под убийц вообще шикарно задает, но... Ладно. Брошка, в принципе, тоже окей. Единственное, что если мне снайпер придет довольно-таки рано. Если снайпер ранее не придет, это будет печально. Очень даже печально. Так, смотрите, если я сейчас выиграю, то я возьму Фуриона. Возьму Фуриона, потому что буду обузить друидов, все такое, буду инчу там покупать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, думаю, вы прекрасно понимаете. Нормально сейчас, кстати, чуваку в табло заряжу. И если бы... Сейчас не станчик от Мирана, то я бы, соответственно, как бы долго выносил чувачка. И так не смог ему наспамить в табло. А так минус 5. Ну, чисто добротные такие циферки. Не знаю, я пока что, наверное, оставлю Абадончика. Пусть будет. Абадончик лишним не будет, 100%. Так, у чувака тоже уже охотники. Так, слышь ты, челик, охотников разобрал? Охотников не трогаем, охотники это мои ребятки. Есть здесь, кстати, реликвия зверей. Если получится дожить до 35-го раунда, и на 30-м раунде мне упадет вот эта вот реликвия зверей, то я хочу попробовать ее все-таки реализовать. Показать вам, насколько это импактная реликвия в лид-стадии. Вот серьезно, она такая импактная, там вы получите столько предметов, что закачаешься. Вот, и, ребят, я хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал с чатом комьюнити, все такое. В телеграм-канале я веду свой небольшой личный блог, также пишу по обновлениям этой игры, провожу всякие опросы. И, кстати, в моем телеграм-канале сейчас проводятся несколько опросов по поводу сюжетных игр, поэтому... Хорош! Вот это да, вот это вот то, что доктор прописал. Мне нужен уровень. Я хочу уровень поставить орков. Так, один чел на лустрике, это хорошо. Блин, у меня сейчас почти, наверное, самый сильный стол на районе. Так, рок войны у чувака есть. Талисман один скипнул. И перчатка. Вот перчатку, кстати... чел, по-моему, скипнул ее. Да, он ее юзнул и скипнул. Да, Нет, не скипнул, боже мой. У него есть перчатки. Перчатка у него есть, это плохо. Знаете, почему плохо? Потому что он может моего суммона хавать. Но пока что есть 2 перчатки в игре. Это у меня и у этого типочка. Так что, в принципе, можно обузить. Если он там соберет себе жирного чувачка, то он будет моего кабана хавать. Если не соберет, то, соответственно, кабана хавать не будет. Так вот, провожу несколько опросов.
По поводу сюжетных игр. Конкретно какую пройти и тому подобное. Поэтому, ребят, зайдите в телеграм-канал, ответьте там на все опросы, кто, соответственно, еще не ответил. Ух, пандочка. Кстати, пандочка это тоже хорошо. Можно будет поставить сейчас пандочку. И иметь мнимую надежду на то, что мне сейчас что-нибудь да перепадет с этой пандой. Там эльф, кстати. Слоуфо на эльфах. Ага. Тен-терен-тен. Что еще есть? Тут, в принципе, есть награда за гоблинов. Классная реликвия. Ферма тоже прикольная. Мастерская бума тоже прикольная. Шлемореса юзать пока что не буду. Шлемореса пока что мне не нужен. Пока что мне бы усилиться. Мне бы усилиться еще немножечко. Я хочу себе Мирану в 2 звезды. Я хочу себе Охотника зверя в 2 звезды. Белочку. Белочку хочу в 2 звезды. Не та белочка, которая появляется, вы знаете сами как. Не, ну сегодня, походу, будет без болтов на 28, отвечаю. Чё-то как-то слишком все хорошо идет. Тьфу-тьфу-тьфу. Жду подвох. Жду подвох. В деньги я смогу выйти? Получается 3, 5, 6. Ну, только если панду только продать. Ну да, если панду продать, то в принципе можно и в деньги выйти. Чувака уже Рики, понял, принял. Понял, принял, рот завалил. Но мне грех жаловаться, у меня сейчас есть 3 двойки. Абаддон довольно-таки сильная двойка, если что, потому что, извините меня, накидывает щит, он поглощает урон, он еще и магический урон наносит довольно-таки в огромной области. Ой, какой классный сайленс, мне нравится. Хорош. Если Рики всегда будет такой сайленс накидывать, я только рад буду. Мне интересно, а каким образом накидывает Рики свой сайленс? То есть, как он различает, куда и как кастовать? То есть, у всех предметов есть какая-то там механика, вот мне интересно, как сайленс накидывается. Очень интересно. Кстати, спасибо за снайпера. Снайпер это хорошо. Вместо Мирана пока что поставлю. У меня пока что есть 5 охотников, кстати. А мы можем, кстати, выйти в деньги. Что мы и сделаем. Есть у меня винстрик 5 единиц. У меня есть 13 монет. У меня половина стола в 2 звезды. Все, в принципе, более-менее замечательно. Можно было бы, конечно, выйти в 6 уровень и... нет смысла в этом. Нет в этом смысла. Я сначала подумал, что могу выйти в 6 уровень и поставить 6 охотников, но у 6 охотников-то у меня нету. 6 охотников-то у меня нету. Я что-то... О, а теперь есть. Ладно. Забираю свои слова назад. Все-таки отличное решение я принял перестроиться в охотников. Отлично. Блин, ну смотрите, если я выйду все равно в 6, то мне нужно будет Абаддона продавать. Но насколько импактнее выйти в 6 охотников-то на самом деле на порядок импактнее. Я могу сейчас выйти в деньги, продать 2 панды, выйти в 20 монет. Просто когда я соберу 6 охотников, у меня будет... Сейчас, секундочку. Ладно, вышел деньги. Надо было чуть раньше об этом... Ну, чуть раньше бы решил. Я бы продал вот эту вот панду у себя на столе и не продавал бы Мирану. Сейчас, наверное, возьмем все-таки 6 уровень. Будем держать винстрик. Награда за гоблинов. Это тут хорошая реликвия. Мы ее берем. Мы ее, конечно же, берем. Да, возьмем ее. Можно было бы, конечно, еще взять вот этот вот таинственный фруксюй. И пообузить этот таинственный фруксюй, но в этом нет никакого смысла. Кстати, возьму минус армор, потому что минус 6 брони это слишком много. Это такая тонна урона, что ну его в баню. О, Чилы, походу, не знают то, что патч вышел. И богов начинают собирать. Один играет на эльфов, а второго, как мы видим, богов собирает. Даже 2 типа, кстати, собирают богов. 2 Марси уже у чувака. Кстати, эльф.
Ой, хороший сумончик. Кстати, а иллюзия иллюзия это считается суммоном, получается? Охренеть. Я об этом не знал. Получается, иллюзия считается суммоном, и, соответственно, тогда рукавичка работает? Вы знали об этом? Я, допустим, не знал об этом. Вообще не знал об этом. Ни грамма. Блин, у меня есть сейчас 4 двойки. Но будет у меня 3 двойки, если возьму шестой. В принципе, можно было бы взять шестой. Но я думаю, так и сделать все-таки. Все-таки 6 охотников намного импактнее, чем 3. Намного. Поэтому, я думаю, рискануть. Рискануть и все. И не париться. Да, я сейчас буду сильно в табло получать этим оркам-охотникам, но я думаю, оно того стоит. Все-таки 6 охотников — это 6 охотников. Там, извините меня, шанс срабатывания синергии такой высокий становится, что ну его в баню. Чего там... Не, ну тут тоже чел хороший. 4 двойки у чувака. Но если бы не было у меня 6 охотников, то, скорее всего, бы я сейчас откис. Так, хорошо. Усиление пока что идет. Выйду в 40 монет. Мне нужно как можно быстрее сейчас выйти в 60 монет. Заюзать реликвию на награду за гоблинов и идти в уровень. Выйду максимально в быстрый уровень. Потом буду перестраиваться в этих убийц. И мне здесь по-любому придется играть через медальончик. 2 чувака собирают богов. 2 чувачка собирают богов. Вот Бирхол и... Короче, этот ник не прочитаю. Я думаю, вы поняли. Муот. Муот какой-то. Какой-то муот. Поэтому нужно выходить в 60 монет, идти в уровень. И нужно будет, наверное, паролить предметы, чтобы найти себе медальоны. Чтобы я гарантированно мог с первого сундука найти медальоны. Вот так. Чего? Некра? Серьезно? Да ну... Понимаю. Неплохо. Пока что у меня шикарный старт. Пока что. Я думаю, в скором времени все может очень даже поменяться. Да, там будет бог-жрец один. И 2 бога-жреца. Там еще и китайцы. Короче, тут 3 человека, которые будут играть на бога-жрецах. Реально, пацаны, походу, не читали патчноут. Ну, я думаю, для них это будет такое неплохое удивление. Хотя, на самом деле, до сих пор боги плюс жрецы через Керилину довольно-таки актуальная синергия. Поэтому, в принципе, ну, можно спокойно на них играть, особенно когда есть жезл Кира. Потому что, когда есть жезл Киры, можно довольно-таки быстро собрать себе фигуры в одну единицу. Одной звездности в 3 звезды. Вот так вот скажу. Одной звездности в 3 звезды. Довольно-таки быстро. Потому что у вас 4 уровень на 10 раунде будет. И там примерно еще раунда 4 у вас будет 4 уровень. То есть вы будете ролиться как на 2 уровне. Это жестко. Это очень жестко. Тут мобов я 100% забираю. 100%. На самом деле, прикиньте, на 10 раунде вам падает реликвия. Вот этот вот хаотичные звери, которые. И я, если честно, ну, не знаю, как их забирать адекватно. То есть на 15 раунде у тебя появляется... Сколько? 10 волков, которые тебе табло сносят. Можно, конечно, через эльфов это все как бы провернуть. Чтобы сработало уклонение, и, соответственно, эти звери бились и сами с собой. Но, как по мне, хаотичные звери работают именно только на 35-м, если на 40-м раунде. Потому что там такое количество предметов сыпется, что будь здоров. Серьезно. Поэтому, ну, такое. Так, все предметы, конечно. Боже, еще лучше. Не, ладно, ну, в принципе, ладно. Башер у меня, в принципе, будет работать. Вышел в бабки снова. Надо один клевер, наверное, пересобрать. Типа, это круто, конечно, но мне нужно медальона подоходить. Перчатку мы не будем юзать. Кто вдруг не знает, то перчатка работает всего лишь одна. Вдруг кто не знает. Перчатка работает всего лишь одна, потому что когда кто-то суммонит, 2 перчатки срабатывают в одну цель одновременно.
Поэтому, кто вдруг не знал, будет знать. У меня сейчас винстрик. И у меня будет переизбыток денег. Что бы я сейчас ни делал, у меня будет переизбыток денег. Так, это снова эльф. Да, быстренько, конечно, стирают моего орка-охотника. Кстати, протупил немного. Надо было взять все-таки инчу купить. Надо было взять и купить инчу. В любом случае, одну монетку бы сэкономил. Ну, сейчас будем по максимуму пытаться экономить. Точнее, по максимуму выжимать соки с этой награды за гоблинов. Там чувак играет на рыцарях. Винстрик имеет 85 хп, денег вообще не имеет. 21 монетка у него на 6 уровне. Хорош. Да, там 3 типа, которые будут играть на богах-жрецах. Понял, принял. Понял, принял. Ребятки, я к вам уже готов. Я уже настроился на дикую. Так, ну-ка иди сюда. Нет, 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 нет. Нет. Ну ты падло. Ой, ты какой ты падло. Ой-ой-ой, какой ты падло. Охренеть. Чтоб ты долго жил. Да. Это трындец, товарищи. Мягко так сказать, это трындец. Да. Ну, что могу сказать? Нормально так Гримтач закастовал свои чернила. И именно лагуна полетела туда, куда надо. Ну, дефолт ситуации, когда противник играет на линии с Гримтачем. Когда лагуна 100% летит в меня. Ой-ой-ой, он еще и Марса в 3 звезды сейчас нашел. Чтобы вы понимали, у этого Марса есть талисман на 50% возврат чистого урона. То есть я наношу ему 100 урона, а он 100 урона... 50 чистого урона возвращает. Я же заговорился. Настолько сбил он мне винстрик, что у меня прям мысли сбились. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну и сбил ты мне винстрик. И что теперь? Повторить ты сможешь? О, 2. Ну, как я и сказал. 3 чувака, которые будут играть на богах. Богах-жрецах. Он последнее место там будет играть. Второе, третье место будет играть на богах-жрецах. Похоже, даже и 4, которое играет на аналоге каком-то. Хотя там более как на инсектоиду больше похоже. Ну чё. Будем бороться со злом. Будем бороться со злом. Мы добро, которое будет бороться со злом. Так, инсектоида мы выкидываем. Инсектоида нужно много, прям добро так всадить по глазам. Минус 12, конечно, не так уж и много. Так, кстати, Рики это хорошо. Но я, наверное, Муэрту поставлю. Хотя можно и Рики поставить, в принципе. Тучка, Мессы. Думаю, неплохо зайдет. Мне этого Рики надо в 3 звезды собрать. У этого Рики будет огромная тучка. Огромная тучка, это, соответственно, огромное количество мясов, все такое, и так далее, и так далее, и так далее. Максимально по-жлобски играем. Раз, два, три. Да, там 3 типа на богах-жрецах играют. Пу-пу-пу. Почему я говорю, что максимально по-жлобски играем? Потому что будем беречь сейчас каждую монетку. Фиолетовую убийцу берем. Кого я керрить буду? В идеале керрить темпларку. Но можно сыграть через мартретку. Можно. Куда ты свою тучку закинул? Объясни мне. Я вот до сих пор не могу понять, каким образом Рики закидывает свою тучку. Каким образом? Ночной рейд. Ну, можно было бы взять ночной рейд, но... Ну, ладно, возьму. Возьму. Возьму, лишним не будет. Я, наверное, кстати, кунку поставлю вместо какого-то охотника. Можно, в принципе, будет Траксу продать. Типа, Тракса не настолько важна. Или же Муэрту продать. И ВРку. В принципе, ВРку пока можно продать будет. Надо как-то
посмотреть вот эту систему, как накидывается тучка. Потому что мне что-то пока что непонятно, как накидывается эта тучка. Ой-ой-ой, там чел жезлкиры по максимуму реализовал. Надо по-любому искать. О, хорошо, духовный талисман один есть, отлично. Один духовный талисман есть. Не все потеряно пока что. Пока что не все потеряно. Рукавичку отдалось, чтобы этого орка, потому что у него 1400 хп. Кто вдруг не знает, как работает эта рукавичка, то это мидас из доты. И на домашнем поле, когда будет у противника вашего призванное существо, то есть вы смотрите, деретесь на домашнем поле, и у вашего противника есть суммоны. Ух ты, боже, там топ-2 такой жесткий. Линов, вот там много троек у него. Очень жестко. Ой-ой-ой. Только не повторение, мать учения. Ой, хорошо, ой, хорошо. Лина, ой, Лина, Мирана, обожаю тебя. Мирана лучшая. Мирана просто лучшая. Просто зайка. Хорош, просто, молодец. Отомстил. Отомстил сполна. Просто. Надрал ему 5-ю точку. По-божески надрал. Все, берем дальше уровень. Берем дальше уровень. Уровень необходим. Бог-жрец еще один. 4 бога-жреца я вижу. Покажи. Раз, два, 3. Чел в конце. Я думаю такой, ну все, вам хана. Сейчас я заобузю вам богов через волшебников. Будет у меня 6 богов и волшебники. Все, и вам будет торба всем. О, кстати, он пришел. Вот это, кстати, он пришел. А похоже-то он мне задницу-то надерет. А похоже-то задницу-то он мне надерет. Обалдеть. Что-то как-то трудно. Что-то очень как-то трудно. Неожиданно и неприятно. Но пока что паниковать не стоит. Вот за 3-е место надо паниковать. У него слишком жесткий стол. Причем у него 2 таких лютых контроллера стоят. У него Хекс стоит и Вич-доктор, который накидывает свои каски. Это очень сильный контроль. Очень сильный. Под гримтач это будет просто невыносимо. Но у меня есть Рики. У меня есть Рики. Если он накинет правильно свою точку, то все, ему Габелла будет. Ему будет Габелла Изабелла. Габелла Изабелловна. Ой, хорошо. Чисто снайпер, красава. Расстрелял того жреца, который взял под контроль моего орка-охотника. Хорош. Лев. Пока что все. Так, подожди, я ВР-ку не убрал? Не убрал. Не убрал ВР-ку из расширенного пула. Плохо. Не надо так делать, Саня. Не надо. Я говорю, пока что слишком все хорошо идет. Вайпера будем брать. Будем Гриттера брать. Мартретку по-любому будем брать. Будем брать убийца фиолетового вот этого и рыжего лиса. И темпларку, естественно. То есть это мейновые убийцы, которые мне будут необходимы. Кстати, там эльф еще такой жесткий. Нормас. Так, накидывай тучку. Хорош, тучка по всем пошла. Тучка пошла по всем. Я хочу этого Рики в 3 звезды собрать. Против жреца это будет самое то. Просто 5 секунд челы постоят АФК, пока я их буду выносить вперед ногами. Единственное, что мне нужно будет сейчас это самое, как его там сделать? Что мне надо будет с ними сделать? Медальоны наролить. Вот что мне нужно будет с ними сделать. Кстати, последний раз у меня гоблинская монетка. Ну, я думаю, выйти все-таки из инкама. Думаю, да, выйду из инкама. Так, отлично. Убийца Горн есть. Есть еще один. Ой, убийца Горн. Убийца полуорг. Убийца Горн. Ну и убийца Горна нашел. Почему бы и нет. Так, Рики есть. Давай, хороший предмет. Ну, дезолятор, кстати, классный предмет. Я его возьму по-любому.
У меня причем еще и первого тира есть дезолятор. Такой мини-дезолятор. Антимага берем, антимаг хорош. Антимаг мне поможет. Так, банши тоже гуляй. Ну что-то пока как-то вообще не очень. Три бога. Нормально. Надо искать медальоны. Как минимум парочка медальонов мне будет необходимо. Пока что хрень падает. Пока что несказанная хрень падает. Пока что поставлю 3 убийц. В общем, по дефолту будем керить Мортретку. Потом перестроимся, если что, в Темпларку. Ну, если будет такая возможность, естественно. Потому что как-то я в эту возможность не особо верю. Как ты в это... О, там Марси в 3 звезды. Еще и с тучкой, прикиньте. Да, это жестко. Ладно, она хотя бы мне сейчас самый минимум нанесла. Минус 3 урона всего лишь. Минус 3 урона это слезы. О, Мортретка, хорош. Мортретка мне нравится, это мы одобряем. Мортретка мне нравится. Это 100% одобряем. Так. Что дальше? Что дальше? Думаю, уже можно, в принципе, и охотников разобрать. Либо сейчас посмотрим. Пока что не особо хочу спешить. Уберу пока баф нежити. В гридера закину так вот предметы. Но мне вообще и предметы 3-го тира необходимы будут. В общем, в чем суть? У меня сейчас есть дезолятор, который дает минус 12 брони. И у меня есть предмет 1-го тира, который дает еще минус 6 брони. А под Мортретку и под убийц это будет самое то. То, что доктор прописал. Минус 18 брони, куча урона и, соответственно... Серьезно? Какой бы ты скилловый не был, к тебе придет тот чел, который намного тебя фартовей. Запомните это, запомните. Чел на 9 уровне нашел себе темпларку в 2 звезды. Я... Ну, зубы давать не хочу, но уверен, что я не найду темпларку себе в 2 звезды даже до конца игры. Да у меня есть такая чуйка, знаете, и я своей чуйке привык верить. Поэтому я более чем уверен, что я хрен что найду. Короче, убийцу уже поставлю. Меня все равно уже пинают. Да, я там могу на охотниках себе сэкономить тонну хп и все такое. Но пока что пусть будет так. Мне еще и предметы надо переделать. Еще убийц всех найти. Но пока что пусть будет так. У меня и так просто уже разрывается весь стол. Немного не хватает. Мне немножко да не хватает. Так, Вич Доктора поставил наперед, потому что это фир. Это фир инкастовый, по сути. Он сразу так фиряет. Блин, как я не хочу предметы ролить искать, потому что там есть чел, который... Ну, короче, мне и предметы 3-го тира необходимы, мне и предмет 5-го тира необходим. Ну, давай попробуем. Я думаю рискнуть. Да, мне может мастерская бума упасть, но я думаю все-таки рискнуть. Это не те предметы, которые мне нужны. Не совсем тот предмет, который я хотел, но в принципе лишним он не будет, этот предмет. Этот предмет лишним не будет, потому что это как-никак это урон с руки. Это огромный урон с руки. Так, рыжего лиса забыл. Забыл рыжего лиса поставить. Я-то думаю, почему у меня 9 охотников сейчас не работают. А я потому что забыл рыжего лиса поставить. И вот смотрите, когда я соберу себе темпларку, хотел сказать, темпларку в 3 звезды. Смотрю на Мортретку и говорю, что когда бы я собрал себе темпларку в 3 звезды. Не, ну в принципе, если бы я собрал себе темпларку в 3 звезды, то было бы замечательно. Ой, Реки под себя тучку кастнул, молодец, красава, хорош. Хорошая работа, Олег. Хорошая работа. Что-то меня пока что как-то пинают.
Минус 17. Ну, пока что хпшка есть сейчас. Сейчас, я думаю, уже в скором времени будет усиление. Ну, конечно, не Никса я хотел видеть, но, в принципе, ладно. Короче, я уверен, что до конца игры я даже себе темпларку в 2 ЗД не наролю. Я самый первый ранний 10 уровень взял. Самый первый. Самый ранний 10 уровень на карте. Самый ранний. Но, судя по всему, богу рандому плевать. Так, один играет просто на простых богах. Один играет на богах-жрецах. Против него, ну, в принципе, пока что можно и так пожить. Но медальончики мне будут необходимы, скорее всего. Как минимум 2 медальона у меня должно быть. Один есть, еще нужен второй. Как минимум. У чувака там 8 винстрик. На секундочку. 8 винстрик. Да-да. Я надеюсь, что мне в действительности придет как надо темпларка. Очень на это надеюсь. О, кстати, это мы берем. О, темпларка, отлично. Наныл. Наныл себе темпларочку. Правда, я не особо верю в то, что ей нужны предметы. Яйцо активирую, короче, сейчас яйца скуплю. Давай темпларку. Яйца это хорошо. Темпларку давай еще. Я говорю, темпларку дай. Это тоже хорошо. Но темпларку хочу. И это хорошо. Темпларку давай. Попробуй пока что закерить темпларку. И надо найти еще один медальон, я думаю. Бог-жрец есть, значит надо находить еще один медальон. Не особо я уверен в то, что я сейчас делаю правильно, то, что я... То, что я сейчас закирил темпларку. Не особо я в нее верю. Может, все-таки в мартретку брата предметы перекинуть. Просто у темпларки есть щит. Этот щит даст время. А, соответственно, это время даст мне для того, чтобы я мог развалить всем кабину. Ой-ой-ой, как меня сносят. Да, без сильного керри. Хотя 7500 урона темпларка нанесла. Вроде бы не так мало, но все равно мало. Может, Вич-доктора пока что брать, не знаю. Четыре морских, 4 духа, 4 бога и 2 чернокнижника. Интересно. Интересный такой билд. Сдохни быстрее, Гримтач! Сдохни! Чертила ты какая. Если бы только что я ваншотал этого Гримтача, то не было бы вот этой вот ситуации патовой. Ну чё, у меня есть один вариант. Вот так вот сделать. Все, и вот так вот кирить мартретку. Ждать еще одну мартретку, это будет фатально. Для меня это будет критически фатально. Сейчас мартретка 3 звезды, думаю, затащит. По крайней мере, должна. 34 хп. Бог-жрец это сильный, но из-за того, что он только одну фигуру берет под контроль, он не особо сильный. Там еще и топ-2 сильный. Кстати, на 35-м раунде, до 35-го раунда нужно юзнуть будет эту реликвию на двойных мобов. Давай, души, 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 души! Ваншот! Не, без хила вообще грустно. Ой, как без хила грустно. Фу, 19 хп. Блин. Я надеюсь, доживу до 35-го раунда.
Может, в баню этого ВИЧ-доктора пока что. Потом на ролю. Сейчас куплю вот так вот и вот так вот. Вот, отлично. Активируем сейчас реликвию на зверей. Так. Боже, какая ситуация дерьмо. Ой, какая ситуация дерьмо. Ой, какая ситуация дерьмо. Как бы грамотно все это сделать и красиво. Думаю, Гридер правильно сейчас стоит. Может, Рики поставить на первую линию, чтобы он ставил свой сайленс? Я сейчас одного Рики забыл. Души. Ваншот. Есть! Мейн Керри сдох. Бай-бай. Рад был повидаться. Иди в next. В самом деле, если упадет мне камень Кира, то можно будет юзнуть и камень Кира. Хотя, я думаю, это будет... Хотя... Насколько это будет ошибка, если я юзну камень Кира? Если он, конечно, упадет. Там у него есть немного магического урона. Ну как немного? Там у него разор с 20 стаками посоха. Да. Тролля, духа пятерку. Бузик, кстати, поставил духа пятерку. Но это сильно духа пятерку поставить. Очень сильно. Так, двойные мобы. Так, один посох получил. Давай еще сейчас еще один предмет. Еще один предмет. И два ящика. Отлично. 3 синих предмета. Кстати, БФ мы берем. По-любому мы берем БФ. Так, что у нас тут упало? Когти. Ой, когти. Клыки берем по-любому. Так вот делаем. Так, мы, в принципе, можем разобрать парочку предметов. Думаю, один медальон можно скипнуть. Маска. Маска — это хорошо. Очень хорошо. Я бы даже сказал прекрасно, то, что есть маска. А что там, типа, ну, темпларка будет сегодня? Ну, я понимаю, что это слишком сложно, там все такое, что невозможно. Я, кстати, знаете, сейчас сделаю гениальный мув, я Мартретку поставлю на первую линию. На первую линию под Разора, чтобы шотнуть этого Разора. Кстати, чел там тролля кирит. Что-то, ну, это плохо, то, что он кирит там троллям. Сейчас будем делать гениальный мув, смотрите. Мув 200 IQ. Опа. Давай, ваншот. Бам! Успел закастить, падлу. Падлу успел закастить. Попади! Какое камень... 1 с хп. Но самое главное то, что я там Разора снес. А у Разора было там 20 стаков. Ну, падла, то, что я говорил. То, что я говорил. Мне темпларка не упадет. Вообще. Ну и хрен с тобой, темпларка. Не приходишь и ладно. Мы сейчас так порешаем вопрос без тебя. Без сопливых справимся. Правильно? Правильно. Сейчас мы ваншотик пропишем с новым этому Разору. А потом мы займемся другими ребятами. Самое главное попадать по троллю. Самое главное попадать по троллю. Потому что у тролля есть медальон. У тролля есть МКБ. Он по мне 100% попадает, и его скорости атаки хватает. А у меня на скорости атаки нету от слова ничего. Спасибо за классную тучку. Ой, хорошо, ваншотнул. Ваншотнул тролля. Давай, давай. Вынес. Просто. Фух. Сыграл на убийцах на мужика. На самом деле, на убийцах сейчас такие прикольно играть. Особенно вот прикольно, когда у тебя темпларку чел собрал на 8 уровне. В особенности прикольно. Раз, два, три, 4. У чувака 4 рога войны, на секундочку, если что. На секундочку. Не, ну, нормас. Нормас. Чё? Нормалин. Нормалин. Хорошая каточка была. Мне очень понравилась эта каточка. А на самом деле я в конце даже особо не поверил, что я смогу дожить до 35-го раунда. Я думал, я вылечу.
Думал, вылечу. Но, как вы увидели, хаотичный это договор. Ой, хаотичный договор. Хаотичные звери это работают. Мне нравится. Мне нравится эта реликвия. Она в лете жестко работает. Очень жестко. Запомните фразу. Какой бы ты скилловый ни был, придет к тебе чел, который будет намного фартовей. Мгм. Это помните, раньше я смеялся с людей, которые в Манки Кинга, в Антимага закидывали маску второго тира, которая навешивала Silence. Сейчас это можно спокойно делать без зазрения совести, и вас никто не будет считать лоу-скиллом и тому подобное. В общем, катка получилась добротная, но хочу сказать следующее. Был бы у нее щит 5 тира, он мог бы меня спокойно законтрить. Насколько мы знаем, щит 5 тира контрит убийц напрочь, особенно моих. А у меня еще было куча урона, потому что у меня было минус 18 бронестычки, у меня первый крит был 500 урона, у меня с руки там было 2000 урона, короче, стычки 2200 или 2300 крит вылетал. Вот такой вот крит. Увесистый добротный крит. И был бы щит 5 тира, я бы себя 100% ваншотал. Что я хочу сказать по убийцам? Нормальная синергия. Играбельная. Что хочу сказать по Рике? Неизвестно, как он кидает свою тучку. Вот в конце там две тучки почему-то полетели в одну точку. Почему полетели в одну точку, непонятно. В предыдущем раунде я поставил их порознь. То есть одного в одну сторону, другого во вторую сторону. То есть порознь они работали нормально. То есть один в один угол кидал тучку, один в другой угол кидал тучку. Короче, ребят, кто разобрался, как работает эта тучка, напишите, соответственно, в комментариях, потому что я в данном случае не разобрался. По поводу новой синергии. Она прикольная, но я еще не распробовал. Под убийцами она неплохо вроде бы как смотрится. Вич-доктора ставишь наперед, он сразу накидывает свой фир, 3 героя, соответственно, разбегаются сразу и тому подобное, и так далее, и так далее. Плюс Рики запрыгивает за спину, ломает ему позиционку, все начинают разбегаться, и срабатывает это раз в 6 секунд. По идее, неплохо. Но как керри Рики рассматривать, я думаю, не стоит это слово совсем, потому что у нее нет домашних скиллов. Та же самая Мартретка, она намного больше импакта имеет. Ну, короче, надо еще пробовать, пробовать и пробовать играть на этих убийцах. Правильно? Правильно. Все. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк, потому что ваш лайк и комментарий поддерживают мой ролик, продвигает мне в рекомендации, в тренды и так далее. И все вы сами дальше прекрасно знаете. И давайте подписывайтесь на мой YouTube, потому что скоро 2000 подписчиков. А еще есть у меня телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.